На этот прямой эфир. Честно говоря, я уже замучилась готовиться к нему. Искала, прошу прощения, да, искала безопасные страны, рассматривала разные гороскопы. У нас сегодня на канале вышла цитата, скажем так, интервью, которое я давала пару дней назад для канала People's Life. Это канал Юрия Третьяка. И если вам интересно, то посмотрите. Это предыдущее видео на нашем канале, на канале «Астрология – это прогнозы». И вы там увидите наши с Юрой рассуждения как астрологов о ближайших перспективах развития вот ситуации на Украине. И когда, может быть, самые такие страшные даты, самые напряженные, и когда должно прийти облегчение. Вот на эти темы мы там рассуждаем. И я вас, кстати, прошу, между прочим, быть терпимыми к тому, что там, ну, где-то там дети кричат, и шум какой-то, потому что Юра киевлянин, и Юре пришлось спасаться и спасать свою семью и свою маленькую дочку, которой еще нету и 2,5 лет. И на фоне кричит ребенок. Ну, да, как бы иногда там только прорывается в интервью, но я смотрю, что уже таких столько недовольных, извините. Человек, блин, в войну выходит в прямой эфир вообще из какого-то временного убежища, на нем нет лица, а нашим, простите, зрителям типа как бы не камильфо, что шум на фоне есть. Ну, как бы, no comments, ребята. Если нужен развлекательный контент, то вперед. В Сибири всегда безопасно, детка. Но это вы мне говорите коренной сибирячке, которая там прожила до совершеннолетия. На самом деле безопасно-то да, действительно, вас там никто не разбомбит, если вы не находитесь в городе, в котором есть военное производство или оружейное производство. Но продукты к вам тоже хрен приедут, если что. И если отключить электричество где-нибудь на Сахалине или где-нибудь в Забайкальском крае, то вы просто там дадите дубу, потому что у вас будет минус 45. Поэтому Сибирь это хорошо, но только летом, потому что зимой там можно вот так вырубить весь регион, и будет очень холодно везде. И топиться вы будете фиг знает чем. Ладно, давайте теперь к теме нашего сегодняшнего разговора. Я выбрала страны, где более или менее безопасно. Я знаю, что вы меня просили много-много всего. Тут у меня огромный список. Тут и Монголия, и Узбекистан, и Эмираты, и Болгария, и все остальное. Я выбрала страны, гороскопы которых у меня есть и где достаточно безопасно. Кстати, если кто-то впервые на моем канале, меня зовут Калинина Татьяна, я астролог и руководитель школы прогнозов Альфа. Это мой канал «Астрология – это прогнозы», потому что я считаю, что астрология имеет смысл, если мы получаем какое-то представление о том, что нас ждет, а не просто рассуждаем о характере человека, о его душевных качествах и так далее. Давайте начнем с гороскопа Испании. Вот тут такой интересненький гороскоп. У них классные... Кстати, гороскоп Испании похож на гороскоп Египта. И у них действительно похожие такие характеры планет в гороскопе. Они очень шумные, они эмоциональные, и народы такие, и гороскопы такие. У обоих Раху в первом доме, Сатурн в первом доме, ну такие. Значит, вообще в гороскопе Испании достаточно безопасно. Сейчас я открою. Это очень старый гороскоп. Он от 7 декабря 1978 года. Это достаточно давно. По меркам нашего с вами. Сейчас прошу прощения. Да. По меркам нашего с вами, например, бывшего Советского Союза, где у нас все гороскопы вот наши постсоветские от 90-х годов, ну, это достаточно древний такой гороскоп. Так вот, сейчас у них идет период
вот 30 апреля наступает период Меркурий-Марс. А Марс очень классно расположен в гороскопе Испании, он Раджа-йога Карака, и он находится в 5-м доме, и я думаю, что вес Испании в Евросоюзе или в каких-то других объединениях будет расти, престиж этой страны будет расти. Поэтому с 30 апреля 2022 года по 28 апреля 2023 Испания явно на коне, и у них идет сильный период. Я думаю, что и в спорте это отразится, у них будут какие-то в спорте успехи, может быть, в научной сфере, может быть, кто-то из их ученых в дальнейшем получит Нобелевскую премию. То есть вот всякие такие похожие события. И у них довольно все позитивно до апреля 23-го. То есть сейчас там безопасно, все классно. Потом у них будет с 28 апреля 2023 года по 17 ноября 2025 период Раху. И вот тут уже как бы, ну так, есть там угроза землетрясения в этот период. Судя по всему, именно землетрясение там случится. Еще раз, да, с 28 апреля 2023 года по 17 ноября 2025. То есть, ну, нужно иметь в виду вот особенности региона, что страна горная, и выбирать, если уж вы эмигрируете туда, чтобы спастись от чего-то, то уж не выбирайте опасное жилье, которое может разрушить, ну, такое как бы средней интенсивности землетрясение. Уж если там будет землетрясение такое, что мир содрогнется, то тут уже личная судьба должна вас спасти. Но будьте как бы осмотрительны. Так, кто-то мне говорит, не у всех есть возможность уехать за границу. Но у меня, я понимаю, но у меня запрос сейчас людей обозреть, какие страны безопасные. Я все понимаю, ребят, все понимаю. У кого-то родители пожилые, у кого-то офлайн бизнес. Я все знаю и понимаю. И потом в Испании с 17 ноября 2025 года по 20 февраля 2028 у них период экзальтированного Юпитера. Юпитер, хозяин 5-го в 12-м, говорит о том, что будут успехи за рубежом, будет отток людей из Испании по благоприятным каким-то причинам. Люди мозги будут уезжать из Испании, но в целом этот период достаточно достаточно нормальный. Интересно, да, по каким причинам могут уезжать люди за границу, но это выглядит нормально для самой страны, то есть неплохо выглядит. Есть периоды напряженности военной в Испании, но обычно это значит, что какие-то митинги, протесты, полиция подавляет эти протесты. Вот давайте посмотрим, когда в ближайшее время такая история может случиться. Скажу так, что до 6 декабря 2024 года в гороскопе Испании есть признаки того, что у них будет много друзей. Много друзей. Грузия была в прошлом эфире, смотрите прошлый эфир, причем там тайм-код есть. Каждая страна, в какое время начинается эфир, потому что очень долгий он эфир. В общем, в гороскопе Испании с декабря 19 по 6 декабря 24 года видно, что у них много друзей. Вот все воюют, а испанцы, они такие типа, вау, ребята, как бы мы всех любим. Потому что у них в доме дружбы или войны стоит экзальтированный Юпитер, и он располагается в определенном Deep Sky объекте глубокого космоса. Это рассеянное звездное скопление Ясли. Это множество молодых звезд, которые им еще всего лишь несколько миллионов лет. И эти звездочки, они показывают что-то зарождающееся, новое, позитивное. Поэтому будут они со всеми дружить, испанцы, до декабря 24-го. Ну вот какая-то пробежит тучка у них
с 5 июня 2022 года по 7 ноября 2022 года. Я думаю, что это будет период каких-то недовольств со стороны жителей, скорее всего, финансового, социально-политического характера. И, скорее всего, это будут какие-то протесты. Возможно, из-за повышения цен или каких-то других факторов. Ну, потом опять у них все нормально на самом деле. Еще вот признаки такой революции или каких-то серьезных протестов у них с апреля 23 по сентябрь 23. Но тоже это как бы вроде бы все норм. Дальше. О, Алла, кстати, дело говорит, посмотрите, как закончится война Украины-России на дату, когда она началась. Ну, я сделаю об этом отдельное видео, хорошо? Сейчас наскоку лучше такие серьезные вещи не обсуждать, тем более, что я последний час готовилась по странам. Так, давайте дальше. Вы спрашивали про Армению. У нас много зрителей из Армении. Они, кстати, классные. Ну как, их в процентном соотношении немного, но если уж они просыпаются, то просыпаются вообще очень активно. И такие они очень благодарные зрители. Они рекомендуют часто своим родственникам и так далее. В общем, что у нас по Армении? В течение года сильно поменяют конституцию страны. Это будет год испытаний, но эти испытания, они идут через випарита раджа-йогу, то есть, ну, какая-то польза от этого тоже будет, то есть все кончится. Евгений говорит, вы говорили, что война будет в 23-м году, и вы ошиблись. А вы уверены, что я ошиблась? В 23-м году война точно будет, так что не надо, ля-ля. А про то, что Россия и Украина будут воевать, это и в гороскопе Украины, и в гороскопе России на моем канале вышло. Так, значит, это будет год испытаний, но не самые страшные какие-то ожидания реализуются, потому что будет какая-то частичная польза. Будет достаточно высокая смертность. То есть, видимо, их конфликт будет вот подкипать, по чуть-чуть подкипать. Год финансово ослаблен, финансовая жизнь страны будет под влиянием иностранных валют очень сильно туда-сюда прыгать. Но на самом деле меньше, чем другие страны, честно говоря, меньше, чем другие страны. Например, в России, вы сами видите, что сейчас происходит. Ну и конфликт с Азербайджаном будет вялотекущим образом продолжаться, то есть, ну, тут без каких-то больших сюрпризов, да. Так, что касается Казахстана, давайте посмотрим Казахстана. С 24 декабря 2021 года наступает период Меркурия, который может дать перелом в экономической ситуации Казахстана. Так, сейчас, секунду. И вот интересный нюанс. С декабря 22 восстановятся вот это вот границы, коммуникация с другими странами, развлечений станет больше. Ну, видимо, в конце 22 года начнутся значительные такие, как бы, ослабления ковидных мер, и, видимо, с границами будет все в порядке. Это косвенный признак того, что, вероятно, Казахстан война не заденет. Сейчас посмотрим еще. Так, сейчас, секундочку. Ну, с Испанией, да, интересный такой нюанс. Что это у них в ближайший год, на чем они поднимутся? Вот интересно. Что прямо мощь их растет. Очень будет интересно наблюдать через год-полтора. Так, Казахстан открыла карту. Слушайте, ну действительно, как-то в Казахстане как будто бы
Ой. Ну, будут протесты еще в 23-м году, опять они столкнутся с политическими сложностями, но это не Плутон. Сейчас, подождите, это не вот это страшное, видимо, состояние, как... Ну, то, что в Украине, здесь точно нет. Вот то, что в Украине, здесь точно нет. Здесь есть какие-то более локальные напряженности, типа протестов, типа на границе кипит какая-то, может быть, техника стоит, но такого прям взрыва здесь нету. Ну и опять же, скажем, финансово мы все проседаем, проседаем, проседаем. Вот каждый год я смотрю гороскоп Беларуси, гороскоп России, и я вижу, что мы чахнем, чахнем и чахнем, понимаете? И вот, ну, скажем, ничего нового. И каждый год мне говорят: Татьяна, вы так все плохо говорите. Ну, в смысле, каркаете, как ворона. Давайте Китай. Я вижу, что вы Китай тут хотите очень. Так, у Китая, я, кстати, их обозревала в прошлом эфире, по-моему, да, немножко. Ясно. По-моему, я обозревала их, тогда не будем. Наверное, не будем. Да, и все, я вспомнила, что я их обозревала. Короче, давайте в гороскоп Египта, потому что Египет — это такое зимнее место для зимовки вообще украинцев, белорусов, россиян, казахов. И сейчас, конечно, все разъехались, потому что боятся здесь застрять, и потому что доллар в 2 раза дороже, всем невыгодно здесь оставаться. Считайте, у вас квартира стоила $300, допустим, да, это, кстати, такая вот скромненькая, а стало 600, по сути, если у вас рублевые или гривна доходы. Так что, ну, скажем, все разъезжаются. Так вот, я, например, сижу в Египте, в Хургаде, Egypt, и я хочу вам показать, что будет. Евросоюз в прошлый раз обсуждали, заходите в предыдущий эфир. Я там говорю даты, когда Евросоюз может развалиться. Нельзя читать ваши комментарии. Все, вы меня уже начали гонять по разным и туда, и сюда, и давайте и то, и это. Ясно. Так, в гороскопе Египта с апреля 2021 года начался период Солнца. Солнце хозяин 12 в 7. Это значит, что до апреля 27 года в Египте будет военное напряжение и хотя бы местные локальные конфликты. Ну, то есть я не думаю, что как в Украине, да, там разбомбят все к чертовой матери. Но я прошу прощения, это не как бы я не радуюсь. Я хочу, чтобы вы понимали, какого масштаба напряжения военном идет речь, что это несопоставимые вещи в гороскопе Египта, все еще нормально. Значит, у них влияние иностранцев, и, значит, они будут втянуты в какую-то войну с иностранцами. Ну и ладно, это до апреля 27-го. Что касается в ближайшее время, с февраля по июнь 22 года у них период Марса. Опять, у них перекрыт поток туристов. Это Марс, хозяин 8-го дома кризисов, в 3-м доме границ. И вот чем он... Китая не было, я вас услышала. Сделаем Китай. Сейчас. В общем, у египтян все обвалилось до 10 июня. До 10 июня никто к ним ездить не будет. Ну и это, соответственно, влияет тут и на денежки, и на власть влияет, но Плутон не включается. О, Мария мне 2 евро выслала. Кстати, ребят, так как у нас отрубили монетизацию в России, у нас 2 сотрудника в команде остались без зарплаты, потому что я зарплату выплачивала с дохода, который приходил от YouTube. Поэтому человек, который ведет у нас YouTube, помогает нам его продвигать, и человек, который монтаж осуществляет видео, помогает мне, это Влад наш, эти люди остались без части своего дохода. Если у вас есть возможность поддержать нашу команду, мы будем рады донатам, то есть каким-то там $1, $2, либо
просто массово включите, поменяйте себе регион, включите себе регион в YouTube, как будто бы вы во Франции, или в Германии, или в США. Да, вам будет показываться немецкая реклама, допустим, или французская реклама, но вы поддержите таким образом и меня, то есть нашу команду, и других своих любимых каналов и блогеров, потому что они реально, то есть вот если мы еще, по сути, доход школы — это курсы, практически полностью, то блогеры, они только зависят от ваших просмотров. И если вы поменяете себе регион, то вы многим очень спасете, команду сохранить поможете. Ну вот у нас двое людей пострадали из-за того, что отключили ютубную монетизацию. Вот, поэтому буду рада, если вы нас будете поддерживать. Значит, что у нас еще? В общем, к египтянам до 10 июня никто не приедет, и как бы всем будет тихо-мирно, они потиху будут сползать в повышение цен. С 10 июня 22 года по 4 мая 23 у них период Раху. И вот здесь будут протесты. Ребятушки будут бастовать, протестовать, но на войну это не похоже. Кстати, в этот же период есть угроза землетрясения для Египта. И в прошлый раз у них в 90-е годы было очень большое такое землетрясение. Они там очень многие пострадали. Они очень боятся повторения. И я хочу сказать, что в ближайшие 3-4 года действительно есть опасность, что это землетрясение повторится. Так вот, с июня 22 по май 23 уже как бы будут они, ну, народ обычный будет, видимо, протестовать. А вот с 4 мая 23 по 20 февраля 24 вот здесь уже лучше в Египте не находиться, потому что активизируется их хозяин дома войны. И они вполне могут и с соседями повоевать, и ну, в общем, неспокойно, нам будет здесь очень нехорошо, поэтому до весны 23-го еще мы здесь можем быть, потом лучше выбрать себе другое убежище, причем это неблагоприятное время будет продолжаться с мая 23 по февраль 25. Там вообще жесть начнется с февраля 24 по февраль 25. Вот 24 год в Египте очень опасный, потому что у них должно смениться правительство. Судя по всему, оно сменится каким-то насильственным способом с помощью военного переворота и всякое прочее. Вот это что у них случается, причем очень кровавым образом. Они такие как бы безбашенные ребята. Ирина нам сделала донат. Год назад вас слушала, думала, какая война, это же бред. А как началось, сразу стала вспоминать ваши слова. Болгарию вы просите. Ой, сейчас я себе запишу. Так, в общем, с Египтом вот такая история. Надеюсь, что вы даты запомнили. Если что, перелистнете потом. Я сохраню эфир, естественно, и вы его можете пересмотреть. Давайте мы еще посмотрим Канаду. Ну, Канада — это очень далеко, и с ней, в принципе, все в порядке. Тоже супер старый, древний у меня гороскоп. Сейчас скажу. От 1867 года, представляете? И тут он уже отработал один цикл, он сейчас пошел отрабатывать второй цикл. Вот в Канаде с апреля 2021 года начался период Сатурн-Сатурн. Ну, вообще так-то это не особо, честно говоря, не очень хорошо. У них вроде бы много инвестиций должно быть в страну. У них вроде бы какие-то неожиданные достижения, но нет, Канаду не смотрели. Но с другой стороны, этот Сатурн, он как бы находится в 8-м доме смертей. Поэтому в любом случае, сейчас я посмотрю, он, кстати, он с Плутоном, он с Плутоном бьется. Он под прямым аспектом Плутона находится. Сейчас мы проанализируем по-другому.
сейчас у них период Тельца. Хозяин дома войны нормально себя чувствует. А, нет, нет, это не период Тельца. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот он. А, у них начинается период весов. Ой, нет, ребята. С 22 по 29 год, вот в этот период Канада вступит в какое-то противостояние и войну. Давайте посмотрим, не в ближайший ли год. Блин, как я боюсь, что это все сложится в одну огромную неприятность. Что в любом случае, ого, в любом случае люди и страны, но все равно в 23-м, 24-м какой-то движ начинается. Кипр. Я обязательно посмотрю Кипр в следующем эфире, но, ребят, Турция, скорее всего, на Кипр нападет в ближайшие пару лет. Скорее всего. Это мое предварительное суждение. Так вот, я все равно вижу, что 23-й, 24-й, 25-й год вот такой бродит, вот прямо в каждой стране бродит. Вот редко-редко кто остается в стороне. И я, правда, боюсь, чтобы это не переросло в какой-то масштабный конфликт. Я надеюсь, вот самое такое позитивное представление, которое у меня есть, почему так происходит, почему я вижу следы военных действий в каждой стране, где-то в 23-м, 24-м, 25-м году, потому что, судя по всему, Евросоюзу конец. И, возможно, будет какой-то в связи с этим напряжение военного сектора каждой страны, потому что они должны будут опять восстановить свои, если они разваливаются, да, если Евросоюза нету, они как-то должны опять печься о своей безопасности, каждая страна в отдельности. Не знаю, может, они вступят в какие-то союзы, но в любом случае им, видимо, надо будет армию как-то накачать деньгами, им надо будет, я не знаю эти последствия, то есть я не... И вы не знаете, мы не проходили это, рядом с нами не разваливался какой-то Евросоюз, и мы не знаем признаки этого, какие события, спутники будут. Но я предполагаю, что когда в 23-м году начнутся первые вот шатания Евросоюза, и в 24-м, скорее всего, он развалится, судя по гороскопу Германии, то в связи с этим каждая страна должна будет и на границах своих как-то выставить, видимо, военные кордоны, там, ну хотя бы как-то минимальные какие-то гражданские защитные действия, да, и, возможно, это связано именно с этим. Я очень надеюсь, что именно такой сценарий. Я очень надеюсь, что это не мировая война, которая могла бы, в принципе, есть для нее какая-то вероятность, 24-25 год. Но надеюсь, что нет. Так, дальше. Разбираемся с Канадой. То есть Канада четко до июля 29-го должна повоевать. С кем? Тут не написано, конечно. Сейчас я смотрю, когда... Ну вот, как бы это у них с 31 марта 24 по 2 ноября 24. Ну, определить с кем я не могу. Не могу. Ну-ка, только единственное, что... Нет, вообще никаких следов нету. Грецию рассматривали уже, по-моему. Нет? Давайте Китай. Китай вообще такой подшумок, да, там безобразничает на Востоке. А в гороскопе Китая интересная ситуация. Там я все пыталась выглядеть, высмотреть, когда закончится коронавирус. И у меня получалось то, что до лета 23-го один блок идет, когда
ну, вся эта история, которая началась в конце 19-го, она заканчивается весной 23-го. По гороскопу, ну, скажем, источника неприятностей, да, по гороскопу Китая, вот оно вот так вот было видно до весны 23-го. Но я говорила, что весной 22-го произойдет нечто, что ослабит наше внимание к коронавирусу. И мне уже написали, что мы помним, как вы говорили, но мы не думали, что это вот такое... Лучше давайте вернем коронавирус, да, как бы, вот как они мне пишут, типа, с коронавирусом было лучше. Вот. Так вот, по гороскопу Китая мне было непонятно, почему после окончания этого периода, вроде бы как с коронавирусом, у них включается еще один не очень классный период. Сейчас скажу. Он включается в феврале 23-го. В феврале 23-го, 14 февраля, День всех влюбленных 23-го года. Венера у них включается. Ну, Венера у них говорит о такие трактовки свадьбах в высших эшелонах власти. Не знаю, что это значит. Ну, вот такие вот классические трактовки. Ну, видимо, у них поменяется там президент. У них там есть президент, а есть глава партии, да, по-моему. Ну, как-то эти две ветки власти разнесены. Так вот, сейчас у них будет меняться какой-то лидер именно идеологический, ну, видимо, фактически. А потом будет меняться такая вот административная власть, которая рядышком с лидером. Но в целом, да, они могут вполне сейчас с соседями воевать, вот как нефиг. То есть у них период Кету. Кету стоит с хозяином 6-го дома, это конфликты. Кету рядом с хозяином 8-го. Ну, в общем, там полна коробочка. Еще этот Кету зажат между Манди и Гулика. Это вот, помните, я говорила, что это сыновья Сатурна, ну или дочери Сатурна. То есть там куча всяких факторов, поражающих этот Кету. Я думала, неужели китайцы будут сидеть на карантине еще и с февраля 22 по февраль 23. Вот я думала, вот почему так. Но посмотрим, конечно. И я думаю, что тут частично и карантинные меры остаются, ну еще плюс конфликт может быть вот с соседями там где-то на востоке. В целом, потом после периода Венеры, период Солнца, сейчас посмотрим, когда... Вот точно знаю, что в 28 году Китай будет воевать. Это прямо 100% факт. Ну, то есть я очень сильно в этом уверена. Сейчас посмотрим в период Тельца, в ближайшие годы, до 25 года. Перепроверю по-другому. Блин, ну да, будут они воевать. Вот они сейчас под шумок начали. Да, они будут там разборки устраивать. Угу. И вот они, получается, должны эти разборки проводить со своими соседями с 17 февраля 22 года по 14 февраля 23. Вот в этот период. Ну, потом вроде ничего. А, нет. Подождите-ка. Вот смотрите, вот у них потом с ноября 22 по 30 марта 23 у них все плохо. Ну да, они должны воевать. Причем, смотрите-ка, с 1 ноября 22 года, получается, с февраля 22 это еще какая-то, типа, ерунда какая-то. То есть не очень серьезные конфликты. А вот с 1 ноября 22 года по 30 марта 23 года, вот в этот период Китай может самым драматическим образом быть втянут в какие-то военные конфликты, и лучше им свои территориальные распри закончить до 1 ноября 2022 года, потому что если вот какая-то война уже к этому моменту будет вяленькая такая быть,
будет присутствовать, то она в этот период, она очень драматично сыграет на гороскопе Чины, потому что приходит период Скорпиона, а вот зацените, астрологи, да, мои ученики, или кто прогнозирует, любит прогнозировать, с ноября 22 включается период Скорпиона, и Марс, хозяин первого дома, то есть вся страна, все благополучие нации, он в падении, и он в соединении с Плутоном. Это очень плохо. Это очень плохо. Поэтому окончание 22 года и весна 23 могут стать действительно, да, для Китая очень неудачными. Да. Татарстан нет, не будем. Давайте дальше. У вас так много сегодня, классно. Я всегда буду выходить вечером, чтобы вас было побольше. Мы сегодня обсуждаем безопасные страны. Некоторые вы меня просите, я упоминаю, я смотрю, да, вот в прямом эфире, то есть работаю в прямом эфире. Так, Афганистан. Ну, там неспокойно. Вот я про Афганистан сказать хотела единственное, что у них скоро вот-вот начнется опять обострение некое. Сейчас скажу. С апреля 22 по 26 июня 23 у них будет период Марса. И Афганистан будет воевать с соседями, у него будут проблемы на границах. Мне кажется, я предполагаю, что после того, как Талибан разберется внутри страны, да, там полностью свои амбиции реализует, они начнут внешние какие-то экспансивные такие тенденции. Поэтому с апреля 22 по июнь 23 в Афганистане, наверное, будет ужесточение вот этой их ситуации. Дальше. Бали. Да что там будет с Бали? Вообще на отшибе. Ничего не будет с Бали. Греция. Греция. А у меня не готова Греция. В общем, Испания была самая нормальная страна. Единственное, что надо выбирать, где покупать себе недвижимость, чтобы не завалило, если там землетрясение. Я, кстати, приготовила гороскоп Калининграда. Сегодня вы что-то меня Калининград не просите. В прошлом эфире Калининград. Это не гороскоп страны. Я посмотрела гороскоп на год для именно этого региона. И вот сейчас я вам его прокомментирую. Я хочу, чтобы вы понимали, да, что гороскоп региона – это гораздо более, ну, такая ненадежная вещь, потому что все-таки принятие Конституции – это более весомая дата, чем просто начало годового гороскопа на вот этот город. Ну, то есть это менее надежная, менее информативная штука. Но, тем не менее, я посмотрела, как бы самое главное. Я вам честно скажу, я считаю, что военное напряжение в этом регионе будет, я считаю. То есть, скорее всего, оборонительные какие-то силы будут более ярко представлены с апреля 22 по апрель 23. Чтобы были какие-то колоссальные разрушения, я такого не вижу. Но видно очень сильный финансовый кризис в этом регионе, потому что хозяин второго дома денег в падении, Меркурий в падении, оказывается. И сам по себе, ну, скажем, 11-й дом достижений тоже союзов, союзников, откуда могут прийти деньги, инвестиции, тоже он поражен вот этим Меркурием, потому что знак Рыб как раз в доме инвестиций, и там этот злобный Меркурий стоит. И еще интересно, что 9-й дом вообще ужасно поражен, просто отвратительно. Это дом Конституции, законов и судебной системы. И, видимо, в России будут судебную систему менять. И, честно говоря, я вот предполагаю давно, несколько месяцев назад я сделала прогноз о том, что в России должны вернуть смертную казнь, либо, по крайней мере, должны обсуждать ее
восстановление в частичном каком-то объеме хотя бы. И вот по гороскопу Калининграда такое ощущение, что в Калининграде смертная казнь появится, это точно. Ну, то есть вот какое-то законодательство очень такое плутонианское, марсианское, сатурнианское, то есть, ну, скажем, очень серьезное. Я думаю, что смертную казнь должны вернуть, скорее всего, вернут. Я не знаю, ну, я не знаю, где они вообще это, как это реализовывается. Это их свозят, осужденных, в какой-то один регион, и там все они приводят в исполнение, да, приводят в исполнение эти судебные решения. Либо это типа по всей стране могут их исполнять судебные решения, я не знаю. То есть я просто чисто не в курсе. А вообще, вот по гороскопу Калининграда чувствуется, что смертную казнь должны принять. В РФ сильные бунты в 23-м, недовольство масс. Да. У меня есть видео на канале «Поворот не туда». Можете поискать. Он еще 2 года назад вышел, весной 19-го, по-моему. Нет, весной 20-го он вышел. И вот там я все свои рассуждения я рассказывала. И как раз, когда я рассказывала, я думала о том, что ну, как это может быть, да, вообще у меня, в голове не укладывалось, с кем Россия может воевать в 23-м году. А сейчас я уже, как говорят в Украине, как бы легко вообще. То есть, и причем это видно, как война на своей территории. Вот как было чеченские войны, первая, вторая, там этот Марс включался, вот так же включается и в 23-м году этот Марс. И вот это уже нехорошо выглядит. Ну и, соответственно, будут митинги. И сейчас уже митинги. Я вам говорила, вот вы мне не верите, а я вам говорила, что... Спасибо вам большое за донаты, кстати. Я вам говорила, что 22-й год – это год, когда в России будет вот накаляться вот эта оппозиционная обстановка. Да, всех посадили, да, всех со всеми разобрались. Лидеров, как бы, таких вот ярких, они есть, там Бондаренко, например, да, кто еще? Платошкин, хотя бы вон в КПРФ 2 уже таких ярких. Навальный жив, но, скажем, их деятельность очень-очень сильно ограничена. И, в общем-то, Фургал, да, есть еще, все, он жив. Но они, видите, один сидит, другой сидит. Платошкина там еле-еле выпустили с домашнего ареста. Бондаренко сейчас тоже что-то там аресты у него были какие-то. Вроде на свободе. Ну, в общем, после того, как Бондаренко высказался, я думаю, что тоже недолго осталось на свободе ходить. Ну, короче говоря, несмотря на это, на то, что блокированные яркие лидеры, все равно 22-й год – это разгон. Люди уже будут, вот здесь у них уже будет сидеть вот все это. Так, давайте дальше. Ну вот, по итогу, если просуммировать все вышесказанное, то в Канаде относительно спокойно до пару лет, в Египте тоже пару лет можно пожить, потом надо вываливаться отсюда на 3 года и заезжать сюда после начала 25-го года. В Испании все ок, только немножко есть опасность землетрясения. Ну, вот и все, вот и вся история. Так, Китай, так себе. Крым, но я не смогу сейчас посмотреть. Не смогу. Так, давайте гороскоп РФ откроем. И вообще глубину глубин попробуем посмотреть, насколько это все плохо кончится. Я вам скажу так, что раз после 2014 года доллар обвалился с цены 30, в смысле обвалился, российский рубль обвалился с цены 30 рублей за доллар до 70 рублей за доллар, то есть это дважды, больше, чем 2 раза. То есть там 75 по итогу, да, считался хороший курс. 72 было вот перед войной, несколько недель примерно, да, было 72.
ну, то есть все равно больше, чем в 2 раза упал, то чего вы не ждете-то, что рубль будет 150? Он будет 150, а куда он денется, если минимум в 2 раза должен упасть? Так, так. Давайте Россию посмотрим и тут глубину глубин прочувствуем. Напишите, пожалуйста, у вас уже цены поднялись или нет? Вот если есть здесь белорусы, ну, украинцы, что там спрашивать? Там сейчас вообще все наперекосяк, да? Россияне, казахи, Армения. Вот расскажите мне, у вас поднялись цены? Потому что даже в Египте, ребята, поднялись цены на продукты, на технику. Анна, спасибо про Эстонию. 2 евро выслали. Эстония была вроде у нас. Ну, я запишу, ладно, еще будет. У нас Болгария, Кипр, Эстония. Вот 3 заявки на следующий эфир. Вне зависимости от темы следующего эфира я эти 3 страны посмотрю. Так. Доллар ИБ по 4 рубля. Да, продукты и техника в 3 раза. О, Господи. В Краснодаре поднялись в 3 раза. Лиза, откуда вы? В 3 раза. Каждый день растут цены на продукты. В Саратове поднялись. В Казахстане. Казахстан был, но у нас с Казахстаном я только что разобралась. В Питере подорожало. Ладно, ну все понятно. Даже в Египте. Почему? Потому что вместе Россия и Украина поставщиками являются зерновых. И для Египта они достаточно много закупали, египтяне, хлеба. Сейчас, я так понимаю, в Украине посевной не будет. Ну, кто будет сеять? Кто будет сеять? Войска в полях стоят. Поэтому обрубается вот эта вся дешевая, типа дешевая, ну, вот египтяне привыкли к этим ценам, и они сейчас начинают закупать в других местах, и начинаются проблемы. То есть у них, скорее всего, сейчас будет кризис. Так, самый спокойный в Туркмении. Германия была в прошлом эфире, смотрите прошлый эфир. Так, в России глубина глубин, значит, пытаемся понять. Если вы думаете, что, вы меня спрашиваете, будет ли призыв в России, а его не может не быть. Почему? Потому что война это, скорее всего, затянется. Есть у меня предположение, что, возможно, война будет состоять из некоторых эпизодов, между которыми будет вялотекущая история. Но в гороскопах людей, которых война коснулась, в гороскопах стран не видно, чтобы это закончилось вот-вот. Скорее всего, это какими-то эпизодами будет и в 23-м году. Ну, там я видела с октября, с ноября 22-го какое-то тоже ожесточение. Потом весной 23-го. И это какая-то вот многоэтапная история. Я думаю, что Блицкрига, маленькая победоносная война не получилась, я думаю. Так что будет ли призыв или нет, я думаю, что будет. Я думаю, но давайте посмотрим в гороскопе, найду ли я подтверждение своим раздумьям. Ой, как все ужасно в этом гороскопе. Как не каждый раз смотришь, думаешь, блин, здесь же живого места нету просто. Получается, что война началась в период Юпитера, ну понятно. Сейчас Сатурн с 12 марта под период Сатурна. То есть в под период Юпитера, это хозяин дома войн, началась война в России, а пойдет период Сатурна с 12 марта по 7 июня. Вот что он там нам, этот Сатурн, обещает.
Я просто в прямом эфире это все делаю. Сейчас мы посмотрим гороскоп прям власти. Сатурн ретроградный. Это какой-то откат. Ну, все понятно, мы откатимся с вами в Советский Союз, да? Ладно, подождите, по-другому буду смотреть. Ну... Так он слабенький. Он в 0 градусах 29 минутах. Меня смущает, но вообще как бы Сатурн расположен так, что он дает продолжение конфликтов. И ретроградный — это возвращение на прежние позиции. О, кто-то меня, нашу команду поддержал на 5 евро. Спасибо вам большое. О, Господи. И Анастасия Бог. Китай и Эмираты. И спасибо большое, потому что реально наши Саша и Влад, они будут очень рады. Что там, смотрите, так понятно, что пришел пипец. Я пытаюсь что-то вот здесь увидеть, блин, понимаете. Так вот, значит, с 12 марта по начало июня, по какое-то там число, по 7 июня, судя по всему, откатимся мы на старые позиции. Блин, зачем я сказала мы? Потому что Сатурн ретроградный, он не набрал силы в знаке, он 0 градусов 29 минутах, то есть он ослабленный. Поэтому, судя по всему, военный конфликт будет оттянут на старые позиции. Я так понимаю, ну то есть никакого позитивного результата Россия не добьется, продвижения вперед не добьется. Скорее всего, то есть останется пока на тех позициях, на которых они вошли в эту войну. Видимо, короче, Украина не признает Крым русским, и, видимо, и Украину, наверное, они не получат. Хотя в гороскопе Украины там все типа поражение, все плохо, а потом начинаешь вдаваться в детали, вроде бы уже и ничего показывается. Ну, в общем, все очень подорожало в Украине, пишет Сиван. Россия сможет летать в Европу? Нет, не сможет. Я вам объясню почему. Потому что сейчас российские лизинговые компании, если они прилетят в Европу или вообще куда-то вылетают за границу, то у них просто арестовывают самолет. Вот недавно в Шарм-эль-Шейхе, я слышала, арестовали российский самолет. Потому что там есть лизинговые обязательства. Российским авиакомпаниям сейчас будет очень тяжело выплачивать кредиты на самолеты, которые они брали. И как бы... То есть как только они вылетают, их арестовывают. Поэтому не будут они пока летать, скорее всего, они не будут пока отдавать лизинг по таким ценам. И, ну, как бы все очень-очень здесь сложно с авиацией, все очень сложно. Дальше, что я вижу? В общем, короче, с 12 марта по 7 июня, видимо, Россия откатится обратно в успехах своих военных. Потом с 7 июня по 26 августа период Меркурия. А тут какое-то событие, связанное с президентом. Это какое-то отлучка президента, какой-то типа либо отпуск или изоляция. Скорее всего, что-то в таком духе. Территориальные у них опять конфликты. Сейчас посмотрим, будет ли яркая фаза. О, да, будет, ребята. Получается, что 7 июня по 26 августа 2022 года все признаки того, что с соседями полный трындец, идет дальше военный конфликт, границы закрыты. И, ну, пока все, вот лишнего не буду говорить, пока все. И президент куда-то уезжает. Ну, он любит у нас, о божечки, 50 евро донат. Я реально заплачу
Я реально заплачу людям зарплату в этот раз. Без задержек. Спасибо большое. Возьмите заказ на Крым. Я уже взяла заказ на Крым. Короче, в следующих эфирах я обязательно этот заказ выполню. Ребята, если я сейчас кинусь их делать и выполнять, поверьте мне, это не будет качественно. Надо сесть, посидеть. Я вот уже сижу здесь, эти несколько стран, которые рассказала. Знаете, сколько готовила? Ну, больше часа. Так, поэтому, слушайте, получается, что 7 июня по 26 августа Россия может быть практически полностью закрыта. Давайте посмотрим. Я еще по-другому посмотрю. Сейчас, подождите. Ну, сказать нечего, как бы больше, потому что то, что я вижу, оно подтверждает вышесказанное. 80% самолетов России в лизинге у Boeing и Airbus. Ну, вот они сейчас и не будут у них арестовывать самолеты, если российские авиакомпании будут вылетать. Все они не будут вылетать. О, какой классный стикер. В общем, такая история. На ближайшие месяцы ситуация не очень. Россия вляпалась. Не получится у них сейчас быстро разрешить вопрос с Украиной. Мне просто, я вам честно скажу, наша школа — это тоже бизнес. И у меня есть люди, которым я плачу зарплату. И я каждый день занимаюсь тем, чтобы спасать, чтобы какие-то меры предпринимать, которые бы спасли нашу команду, чтобы мы никого не уволили, чтобы все остались с нормальными зарплатами. Потому что даже крупные компании, они отпускают целые отделы за свой счет. Мы этого не делаем, мы все работаем, у нас работы много, но, естественно, из-за курса доллара просела наша выручка, естественно. То есть я понимаю, я спокойно отношусь к этому, я понимаю, что все пострадают, и идет война, это не шутки, и мы тоже пострадаем, но с точки зрения предпринимателя я вам говорю, что я каждый день решаю вот эти задачи, то есть я думаю, как мне противостоять вот этим санкциям. Например, сейчас наш сайт плохо открывается для клиентов, которые не в России живут. Мы готовим вам дублированный сайт, второй, который будет открываться вообще со всех мест. Там куча всяких вот таких вот вещей. То есть мы сохраняем сейчас все видео на YouTube. Если YouTube отключится, мы будем заливать на другую площадку. Мы уже подготовились. И мы постоянно боремся с тем, что на нас валится в финансовом смысле, в смысле ограничений и так далее. Слава богу, мы в Facebook площадку не использовали, то есть это как-то мимо нас прошло. Если Инстаграм отключит, мы уже подготовили для вас страницу ВКонтакте. Я оставлю после окончания трансляции ссылку на нашу ВКонтакте, ну мало ли что, будем там с вами встречаться, не в Инстаграме. Италия, очень цены поднялись. Короче говоря, я вам скажу так, что даже в нашей сфере, а у нас очень хорошая сфера, мы кризис переживаем неплохо. Люди в кризис еще больше хотят знать прогнозы, они хотят разобраться в своем гороскопе, они хотят учиться, и они верят в том, что они сами лучше всего разберутся в своем гороскопе, они приходят учиться. То есть наша сфера еще, она в выгодном положении находится. Школа астрологии — это сфера, которая, ну, меньше страдает, чем другие. И то мы каждый день справляемся со стрессом, и я как предприниматель, у меня как по расписанию в 2 часа ночи, в 3:30, либо в 2 часа ночи, либо в 3:30 я просыпаюсь и начинаю думать: так,
Господи, если они отключат вот это, что мне делать сейчас, чтобы этому противостоять? У меня даже есть список действий на каждое, список противодействий на каждое действие. То есть там отключение YouTube, по какому алгоритму я буду действовать, там отключение Visa Masterclass карт, какие я должна была сделать действия. Ну, в общем, вот в таком формате мы сейчас живем, и я понимаю, что бизнес сейчас, ну вот все предприниматели, они вот в таком сейчас состоянии. И долго существовать в нем очень сложно. Многие люди свой бизнес закроют. Отключит ли Беларусь от SWIFT, я не смогу определить, девочки и мальчики, потому что у меня нет такого опыта, и в гороскопе этого не видно. Ну, то есть просто будет видно испорченный второй дом. А что это? Повышение налогов, либо это кризис? То есть тут еще можно различить. Ну, прям SWIFT это или не SWIFT, я ну, ни за что я не отличу. Это... Ну, как бы у меня нету таких инструментов. Я, кстати, хотела вас прокомментировать. Сейчас очень много мне шлют. Астролог такая-то предсказывает Третью мировую. Таролог сказала, когда начнется Третья мировая. Когда там, значит, что-то еще там кто-нибудь разложил на картах что-нибудь. Я вам много раз повторяла, и сейчас еще раз повторю, но на самом деле откуда они знают. То есть даже в астрологии, а это развитая сфера, есть только одна толковая книжка. Это доктор Рау «Мунданная астрология». Перевели, наконец, на русский язык. Мне такие: ребята, Татьяна, почитайте эту книжку. Я ее на английском уже давно выучила. Я вдоль и поперек вот так вот проутюжила. Это единственная разумная книга по Джотишу, как посмотреть войны, как посмотреть там кризисы, взрывы какие-то, смену президентов, революции. Вот там хоть что-то разумное сказано. И отсюда я прямо выуживала, вот так вот косточка за косточкой выуживала, как мне посмотреть здесь, здесь. А у тарологов, у них что, есть эти книги? Ну, я не знаю, как бы это очень странно. И с другой стороны, я все равно понимаю, что я пока нету профильного опыта, пока ты не прожил, ты не понимаешь все-таки, оно это или не оно. Потому что вот сейчас есть опыт эпидемии, да, я поясню, что я имею в виду. Вот есть опыт эпидемии, теперь я знаю, что эпидемия должна быть связана с шестым домом, потому что это болезни. А еще будет военное напряжение, но это не потому, что на нас кто-то нападает, а потому что надо на улицах контролировать ситуацию, там, комендантский час вводить и так далее. И будут развернуты военные госпитали. Помните, как в начале было, что военные помогали, госпитали разворачивали, потому что не хватало коек. Вот эти все события, спутники, ты же не знаешь, вот эпидемия, а ты же полный тюфяк, ты же не понимаешь, что это такое. Теперь я понимаю, что это такое, какие события, спутники ждать. И вот касаемо Третьей мировой войны, мы с вами тоже не знаем на самом деле, какие должны быть события, спутники. Может быть, голод должен быть, и нам нужно искать голод. Ну, в общем, пока не пройдешь через свою шкуру, ты все равно, ну, плаваешь в этом, все равно. Вот у меня есть опыт революции, у меня есть опыт финансового кризиса, войны, иностранного вмешательства, что там еще, ну, смены президентов, перевыборы, это все как бы, да, все такое уже случилось, и я уже была в этот момент астрологом, и я уже умею это делать. А вот Третья мировая у меня еще не случалась, слава богу. И у них тоже не случалось. И я нахожусь в той ситуации, когда моя сфера супер развитая, а, извините, Таро, нумерология — это развивающиеся сферы эзотерики. И они-то уж точно не знают, ну, поверьте мне. Еще хотела сказать для тех, кто любит прогнозы, да, и смотрит их, тоже вот, когда я начинала активно продвигать идею, что астрология — это прогнозы, это был 2015 год.
начала, наверное, 2016-го, это прямо активно у меня пошли всякие интервью, там все такое. На телек я попала. А в 2015-м вообще была тишь да гладь, понимаете? И хороший астролог, он никогда не ассоциировался с прогнозами. Хороший астролог — это были вот лидеры мнений какие были. Кто про чакры говорит, про женскую энергию, про кармические задачи, про предназначение. Все очень расплывчато. То, что невозможно пощупать руками. И как бы это очень субъективно сбылось или не сбылось. Ну, то есть, как бы, то есть это очень сложно определить. И я первая стала продвигать идею в русскоязычном пространстве, что астрология — это прогнозы. И я заняла эту нишу прогностики. И сейчас я вижу по своим ученикам и по людям, которые приходят, просто там пишут мне, подписчики или просто гости моих страниц, они пишут: вы представляете, вот этот астролог, он сделал прогноз и ошибся. Я говорю: не трогайте их, пожалуйста, пусть они начинают прогнозировать. Этот тренд я запустила в 2015, 2016, 2017, и я до сих пор качаю в этот тренд энергию, что астрология — это прогнозы, астролог должен прогнозировать. И мои ученики начинают прогнозировать. Я вложила в это очень много. У меня 15 курсов, у меня более 10 мастер-классов. А каждый мастер-класс — это исследование, это не просто типа давайте повторим то, что уже 1000 раз повторено. Нет, это что-то новое. У меня 2 книги. Одна книга вообще очень масштабная — «Болезнь и смерть. Натальной карте». Там огромное количество исследований, исследовательской работы, формул разных болезней, более 10 самых популярных, популярные — это значит, мы их любим, самых распространенных заболеваний и причин смерти. Короче, у меня столько всего, и я все эти годы пахала, и наконец-то запустился этот тренд. Астрологи стали прогнозировать. Я вас, пожалуйста, я вас умоляю, не пишите им гневных комментариев, что типа у вас нифига не сбылось. Пусть они пробуют, они как дети сейчас, они начинают прогнозировать. Не пугайте их, пожалуйста. Хорошо, что они вообще вступили на эту почву и перестали говорить там какую-то размытую информацию и начали делать прогнозы. Пусть они это делают, даже если это мои конкуренты, я знаю, что они поливают меня там, что я слабый астролог, что я то, что я сё, что я все в черных красках и надеюсь, что у нее ничего не сбудется. Ну, как бы и ладно. Пусть сфера развивается. То есть вы, если их критикуете, у них очень много сейчас не сбывается. Что говорить, если у меня по замерам сбывается 80% и не 100%? У них сбывается меньше. Может быть, у них сбывается каждый второй прогноз или каждый третий. Ну и пусть будет пока так. То есть поддержите их, поддержите. Астрология должна прогнозировать. И если они пытаются, то они уже молодцы. Вот. Это то, что я хотела донести до вас. Все начали спорить, кто лучше, я или кто-то еще. Господи, успокойтесь. И опять это Драган, боже мой. Так, что у вас там было? Кулак младенца. Так, это что-то отстраненное, я ничего не поняла. Оплата с Украины будет возможна. Ребят, если у кого-то сейчас не проходит платеж, пожалуйста, оставляйте заявку администраторам. Мы еще посмотрим вот этот чат, ваши комментарии под этим эфиром. Обязательно посмотрим. Если у кого-то что-то не прошло, пишите туда. Мы каждому ответим, свяжемся. И, только смотрите ответы на ваши комментарии, да, то есть не пропустите. Либо обращайтесь в школу, потому что мы всегда найдем выход. Ничего страшного, мы найдем выход, у меня есть возможность. Поэтому мы с каждый случай, где у кого-то не прошел платеж обычным способом, мы разбираемся и пытаемся найти какой-то компромисс. Про гороскоп на год вы меня спрашиваете. Сейчас гороскопа на год нет. Сейчас есть гороскоп на случай войны. Это гороскоп на 3 месяца. И там вот опасно, не опасно.
если опасно для вас, то когда можно уехать, и так далее, и так далее. То есть вот гороскоп этот, я оставлю ссылочку на него. Еще есть просто консультации там по переезду, по финансовому положению, по карьере, по другим вопросам. Тоже заходите на наш сайт. Я ссылку на услуги сейчас оставлю. Бали. На Бали, я думаю, что все будет отлично. Если у вас не продляется доступ к каким-то курсам, напишите администратору. Рассмотрим этот вопрос. Если уже кончился доступ к какому-то мастер-классу, напишите администратору. Так. Черногорию хотите. Можете мне, пожалуйста, этот комментарий оставить про Черногорию после окончания трансляции? Так. Еще хотела вам рассказать, что у нас начинается 23 марта курс второй ступени, где мы сделаем упор на 3 инструмента. Это транзиты, Вимшот Ридаша и Чара Даша. Я знаю, что астрологи в основном налегают на Вимшот Ридаш. Ну, то есть планетные периоды, да, смотрят. Но на самом деле мой фаворит — это Чара Даша, то есть это знаковые периоды. И все, кого я учу, не знаю, может, я просто фанатею от этой темы и хорошо учу именно эту тему, преподаю, потому что люди мне пишут, что Чара Даша, это же просто вот открыло им глаза, что вот все прояснилось именно когда Чара Даша изучили. И вот в этом курсе мы будем по Чара Даше много работать. Вимшот Ридаш тоже профессионально пройдем. И транзиты. Вот на транзиты у меня сейчас большая надежда, потому что транзиты как раз нужно изучать в какой-то кризисный период своей жизни. Но у нас с вами сейчас у всех начался кризисный период, непонятно, что с рублем, останутся наши зарплаты, работы или не останутся, да, не закроются ли компании, в которых там вы работаете, допустим. То есть очень большая нестабильность. И вот в этот период нестабильности идеально заниматься транзитами. Кстати, посмотрите эфир последний по Украине выложен буквально 4-5 часов назад на канале. Вот после того, как мы с вами расстанемся, посмотрите тот эфир, ну или там завтра, да. Там мы с Юрием Третьяком, это киевлянин, ведущий канала People's Life, мы с ним по транзитам рассматриваем ближайшие дни, что там в Украине будет в ближайшие дни. И пришли к выводу тому, когда самое большое напряжение сейчас будет, это будет конец марта, когда будет облегчение. Вот все эти этапы мы с ним прочертили именно по транзитам. И кто-то даже написал, что Юра лучше меня разобрался. Отчасти это правда, потому что я нахожусь не в такой кризисной ситуации, как Юра. Юра покинул Киев и во временном убежище находится, и со своим ребенком, со своими близкими. И он действительно находится в кризисной ситуации. И он эти транзиты прошерстил вообще, вот каждую нюанс, каждую мелочь. У меня, конечно, нету такого колоссального запроса, но потому что для него это вопрос жизни и смерти. И он, ну, как бы этими транзитами пытается понять, что с ним будет завтра, послезавтра и послезавтра. И вот он, этот эффект и есть. Транзиты нужны в кризисные периоды жизни, когда все рушится вокруг, или ты напряженно ждешь какого-то события, которое должно произойти в ближайшие недели, месяц, полтора, и вот тогда транзиты — это уникальный инструмент. И вот этот инструмент мы будем полностью шерстить, учить на курсе второй ступени. Это как раз будет вот с 23 февраля, с 23 марта. Я вам ссылочку оставлю. Упорно не хотите видеть вопрос про Северный Кавказ. Я реально не видела. Ладно, запишу Северный Кавказ себе. Так. Из РФ лучше уехать. Ну, если у вас есть возможность, то можно и уехать, но... Ну... В 23-м уж точно лучше из России уехать. Я посмотрела ваш разбор с Юрой, вы хорошо разбираетесь. Просто Юрий, да, долго изучал, а вы с налета отвечаете сходу.
Да, потому что человеку горит, потому что он покинул свой дом. У Юры вообще классная студия, как на телеке. У него там такие декорации, у него профессиональная команда, у него все очень классно. А сейчас он выходит, я не знаю, где он там, где-то он живет, и у него такой размытый фон. Видно, что человек в стрессе, и он такой не улыбается. Он обычно очень улыбчивый, такой веселый. Тут он вообще совершенно другой человек, у него даже другой голос, другие интонации. Вообще он другой. И вот в этой ситуации он, конечно, этим синтразитом, он просто их там перебрал на кость. Так. Ну да, кстати, вот когда я стала делать вот эти живые эфиры, когда я работаю в прямом эфире, наконец многие увидели, что я действительно нормальный астролог, потому что я много могу сходу определить. Это действительно так. Ладно, мои хорошие, я вам посылаю позитив. Будет ли опасность для Москвы? Ребят, я обязательно сделаю опасность для Москвы. И такой эфир сделаю. Просто технически я вам сейчас не скажу, потому что нужно воспользоваться. Ну, в общем, надо в программе немножко покопаться и строить гороскоп чуть-чуть по-другому. Так. Про Крым я не смогу вам сказать. Я уже очень давно хотела гороскоп Крыма показать, но у меня получается, что часовой пояс совпадает с Киевом, и гороскоп получается для всей Украины. И у меня никак не получается именно для Крыма сделать карту. Вот получается гороскоп региона целого, там, вместе со всей Украиной. И еще туда и на север, северных соседей тоже. Поэтому это не работает, ну, не сработает это так, как вы хотите. Все, мои хорошие, я всех обнимаю, целую. Оставляю ссылки на курс второй ступени для астрологов и на гороскоп на случай войны. На вторую ступень вы можете пойти после третьей ступени и после первой ступени. Всех целую, всем пока-пока.